Ну что же, я снова всех рад приветствовать, с вами Яфир, и добро пожаловать на продолжение, на начало продолжения нашей новой рубрики Нейрогенез. Ну что же, начинаем. Да, друзья, как вы помните, в прошлой серии мы начали с того, где сейчас начали. Мы начали с загрузочного, буквально с лаунчера игры. И да, как вы помните, напомню вам, в чем суть данной рубрики. Заключается она в том, что каждую серию добавляется по плюс 3 мода. То есть в прошлом случае у нас добавился X-Mobs, который вот, пожалуйста, здесь вот есть, Create, а также Twilight Forest. И соответственно, я писал в комментариях, точнее, как писал, говорил в комментарии, чтобы вы писали всякие интересные моды, которые можно было бы добавить. И, как я и говорил в серии, по плюс одному моду будет добавляться, соответственно, в серию. И что вы написали? Написали вы, значит, что нужно добавить мод на магию, карту и приключения. Написал так называемый Иван Ворон. Также вампиризм или огонь и лед. И еще один Алекс Mobs, точнее Алекс Кейвс. Вот, из этих, получается, модов мы сейчас выберем один, который будет здесь в сборке, да, и также я, соответственно, выбрал какой-то мод из категории магию, карту и приключений. Сразу же скажу то, что наш искусственный интеллект выбрал категорию карту, вот, я даже вот скриншот вам прикладываю, то, что он выбрал именно эти, поэтому мы сейчас здесь напишем Xairos Minimap и World Map. Готово. Далее, соответственно, вампиризм, огонь, лед, да, то есть мы сейчас заходим на рандомайзер, вот, и получается, сколько у нас там получилось модов, да, считай, первый, второй, третий, какой-то из троих сейчас модов добавится, либо вампиризм, либо огонь и лед, либо Алекс Кейвс. Ну, давай, выбираем, вот, сгенерировало число 3. Да, ребята, если что, вы можете писать все те же комментарии, да, добавить, допустим, там еще какой-то мод добавь. Я буду оставлять список, то есть, допустим, у нас вампиризм и огонь и лед у нас остался. Поэтому, друзья, не переживайте, если что, вы можете писать все равно моды хотите добавить в эту сборку, да, что хотели видеть в этой сборке, и, возможно, в следующей серии выпадет именно ваш мод, который вы хотели, чтобы я добавил. Но сейчас мы добавляем Алекс Кейвс и, соответственно, остальные два мода от искусственного интеллекта, да, карту мы установили уже, и остальные два мода, это у нас Ender Cataclysm, так называемый, да, вот он, соответственно, и еще один мод, который он мне сказал добавить, это, если я не ошибаюсь, рюкзаки, да, это рюкзаки, сказал мне добавить вот, собственно, вот эти вот рюкзачки, все готово, возвращаемся в игру. И что же, я снова всех рад приветствовать, с вами Яфир, и добро пожаловать во вторую серию нашей новой рубрики Нейрогенез. И что же, да, друзья, мы находимся уже в мире, и да, сразу же видно слева сверху мини-карта. И все, теперь она у меня находится справа, я немножечко поднастроил, вы даже можете наблюдать, сколько дней мы, получается, прожили в этом мире, какое время у меня сейчас в реальной жизни. И что же, какие моды у нас добавились? Получается, Ender Cataclysm, Alex Caves, то есть даже вот можно сейчас проверить, Cataclysm, вот, пожалуйста, есть. Потом Alex Caves, это, соответственно, я даже не знаю, как написать, вот, Caves. Получается, вот такой вот огромный какой-то мод на 5 страниц целых. И третий мод, соответственно, это Sophisticated Backpacks, то есть это бэкпаки. Что же, давайте тогда сразу же я оставлю здесь меточку база, потому что почему бы и нет. И по сути у нас вся карта, да, она прогружена, видишь? То есть то, что я в прошлой серии самой первой проходил здесь, да, видишь, оно подгружает все это, потому что, ну, оно все сохранено, естественно, да. И теперь мы можем наблюдать, что же здесь у нас есть, то, что мы еще не обнаружили. Да, получается, здесь огромная меза, как вы можете заметить, вот она, собственно. Также в этой стороне есть меза, огромная пустыня довольно, и за той стороной у нас идет саванна и равнина. Что же я в этой серии планирую делать? В этой серии я планирую отправиться в Twilight Forest, как бы не было странно, да, но также хотя бы построить какой-то маленький домик, потому что у нас, ну, дома буквально нету. Да, поэтому сейчас, я думаю, можно отправиться вон туда за деревьями. Также, кстати, еще надо будет посадить тростник, чтобы у нас потихонечку рос, потому что тростник это бумага, а бумага нам пригодится. Также, кстати, мы еще в прошлой серии посадили там немножко растений, поэтому можно будет, если что, что-то придумать. Поэтому будем иметь это в виду. Давайте тогда немножечко добудем дерево и строим какой-то свой первоначальный дом.
Так, думаю, 42 бревен мне хватит, так называемый 42 братуха. И что? Думаю, саженцы собирать не будем. Хотя, ладно, так уж и быть, парочку можно собрать, потому что, ну, надо еще дома что-то выращивать, да, то есть не плавать вот сюда, а спокойно себе возле дома где-то выращивать деревья, потому что, ну, деревья это тоже очень важно. Да, поэтому сейчас мы сделаем маленький домик и можно что-то придумывать. И что же, дом, милый дом. Да, конечно, он выглядит не так, как хотелось бы на самом деле, но в целом выглядит довольно... В целом, думаю, для начала самого, так скажем, для начала развития вполне себе подойдет. Да, сделал пока что маленькую такую вот коробочку, но опять-таки думаю, то, что в целом, ну, сойдет. Я не думаю, то, что это какая-то прям грязь вонючкин там, да, так скажем. Но в целом, ну, я же говорю, сойдет. То есть для первого домика, для первых ресурсов, в целом, почему бы и нет. Итак, кстати, в прошлой серии у нас получилось все выбить не модовое, да, ванильное, но мы получили какой-то глаз вихря, благодаря которому мы можем сделать генератор вихрей. И я на самом деле бы его сделал, кстати, но для него нужен нам редстоун, а также довольно много пеленого песчаника, это обычный песчаник, а это песок. Но песчаник, ладно, не проблема, потому что у нас есть вот песочек вокруг нас. Вот, также я, кстати, начал переплавлять немножечко угля, потому что, точнее, получать древесный уголь, потому что он нужен. Как ни странно, уголь. Да, что я сейчас сказал? Говорю, начал дерево переплавлять, потому что нам надо уголь. Во, все, наконец-то сказал. Да, все, вот так теперь будет это все выглядеть. Пока что, конечно, да, без сортировки жить тяжело, но пусть будет, как будет, будет не проблема. Сейчас давайте мы сделаем еще немножко факелков, для того, чтобы мы могли отправиться буквально в шахту. Вот, и попробуем найти там как раз-таки тот заветный редстоун. У меня кровать, если что, с собой есть. Давай, кстати, еще я, пока не ушел, сделаю 2 наживных пластины, чтобы было более, так скажем, кайфовее заходить. Я там начал копать свою шахту, но думаю, то, что можно найти где-то здесь еще какую-то шахту, вот наподобие вот этой вот, к примеру, да, кстати. Может, что-то будет. Тут медь, пожалуйста, есть. Я, правда, не знаю, здесь нужна ли медь для чего-либо. Но еще давайте не забывать то, что у нас здесь установлены другие моды, которые у нас добавились в первой серии. Это Create, это как раз таки тот самый Twilight Forest. А что еще у нас там добавилось? И Alex Mobs добавился у нас. Поэтому... О, кстати, а вот вам и, пожалуйста. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Очень страшно. Вот так вот. Ребята, да ну! Я не верю. Нет, не умирай. Вы поняли, друзья, что сейчас было? Я, видимо, нашел спавнер скелетов. Это, кстати, на самом деле очень и очень круто. Да, правда, мне сейчас как-то нужно аккуратно за своими вещами зайти. Нужно, да-да-да, ребята, это спавнер. Нет, не надо меня бить. Тихо. Нет. Ух, разобрались наконец-таки. Все, можно выдохнуть, так скажем. Кровать можно ломать. И да, друзья, это спавнер. Я сразу же ставлю метку, на всякий случай, чтобы пока что была. Здесь также есть сундучок, в котором лежит редстоуновая пыль. И пластинка, и хлебушек, и все, что ты хочешь. Ой, хорошо как. Ой, как хорошо. Окей. Будем иметь в виду, здесь есть спавнер, и это очень и очень круто. Благодаря нему мы сможем сделать дробилку, да, опыт-дробилку, мы сможем сделать фармилку скелетов, фармить кости, стрелы, да и опыт в целом. И что я стою-то здесь? Вот смотри, какой-то новый камешек. Это у нас веридий. Его можно порезать, а можно передробить. Передробить с 80% шансом в дробленную рудную медь. То есть по факту вот это все, это у нас по сути медь. Да, смотрите, как она глубоко уходит. Ну, туда же уходит. То есть. Это очень круто. Я-то думаю, почему здесь везде куча меди? Это, блин, очень классно, на самом деле. Но, на самом деле, я сюда пришел не только за медью или углем, условно. Да, я упал. Я еще сюда пришел за железом, потому что нам нужно сделать новенькую броню, для того, чтобы получше защищаться. Ну, естественно, за редстоуном я сюда пришел, но, видимо, больше нам редстоун пока что не нужен. Поэтому придется нам разбираться вместе с вами. Подсказочки буду я очень рад, если вы будете их писать, поэтому обязательно пишите всякие подсказки, всякие интересные знания, если вы знаете тот или иной мод. Ну вот. Ну и, соответственно, пишите также моды, которые вы хотели бы видеть в этой сборочке, да, в этой рубрике. И, да, кстати, еще, пока мы здесь общаемся, пока я тут добываю немножко уголька, я бы хотел сказать, что у меня есть телеграм-канал.
в котором я выпускаю всякие интересные новости, всякие бэкграунды съемок, всякие интересные, не знаю, новости с жизни и прочие всякие такие вот прикольные штучки. Поэтому буду рад вас там видеть. Заходите, обязательно ссылочка находится в описании. Кстати, здесь новая руда. Это у нас, если не ошибаюсь, цинк. Да, рудной цинк. Мы его обязательно сейчас добудем. Да, тем временем я добываю редстоун, уголь немножечко добываю, его довольно много здесь, это очень хорошо. Но это ванильная генерация, здесь в целом довольно много всего на самом деле. То есть того же самого угля, железа, всего прочего. Здесь, то есть, толком ничего не намудрено с шахтами. Скорее всего, нам нужно будет пойти в новые шахты для изучения Алекс Кейвса. Потому что, Кейвс в переводе с английского шахта. Вот, поэтому, скорее всего, нам нужно будет туда отправиться. Но, сейчас мы, давай переплавим немножко железа. Сколько мы тут? 6 штук добавим. Но много, конечно, жесть. И также обязательно рудной цинк. Посмотрим, что благодаря нему можно будет сделать. А пока что все остальное можно здесь повыкладывать и отправляться за так называемым песчаником, да? Да, можно отправиться за песчаником, потому что нам нужно сколько? Нам нужно довольно много, на самом деле, песка сейчас. Получается, нам нужно сколько? 7 умножить на 4. Это 28 песка получается. Ну да, 28 песка нам нужно добыть сейчас. Как раз на улице потихоньку вечереет. Сейчас мы ляжем поспать обязательно, потому что, как говорится, ночью не очень хорошо ходить гулять. Поэтому нужно обязательно поспать. И да, если кто-то хочет тоже проэкспериментировать, да, хочет кто-то тоже поиграть, хочет кто-то повыживать, я оставляю ссылочку на карту этого мира и на сборку этого мира в описании. То есть каждую серию я буду обновлять как моды на ссылочке, да, и, соответственно, буду также и сборку саму обновлять, чтобы вы могли заходить и тоже поиграть на данной сборке. Поэтому, если кому интересно, можете заходить, да, уже по ссылочке в описании можете скачать вот эту вот версию, да, карты и сборки, которая находится в описании. Буквально вот. Смотри, это сом, если я правильно понимаю. Смотри, я его бью, он в шоке. И с него выпадает сырой сом. Да, как бы ни было странно, реально выпал сом. Правда, почему он находится в реке, но ладно, это не речная рыба. Кстати, у нас также есть конская броня. Я бы на самом деле хотел бы получить как-то седло. Есть какое-то здесь страдлитовое седло, оплот племени. Пламени, точнее. Выпадает с разорителя, кожевник можно выкупить, можно разобрать, а можно понаходить очень много где. Храм пустыни, кстати, может у меня, может, подожди. А может, у меня есть так называемое седло. Кстати, еще мы можем пчелками заняться на самом деле. Это тоже довольно хорошая тема, потому что мы сможем получать еду. И седла у меня, нет, к сожалению, нет у меня седла, жаль. Ну ладно, чего, зато есть у нас сердце моря. Вот такие вот пироги. Давай переплавим это мясо, посмотрим, что оно дропнет нам. У нас как раз ровно 7 штучек хватает железа на штанишки. Это очень хорошо. И песочек. Давай мы его переделаем в песчаник. И также, что там еще нам надо? Ну, само, соответственно, глаз вихря. И давайте попробуем. Генератор вихрь. Достижения никакого нету. Но зато у нас есть генератор вихрей. Давайте попробуем поставить. Правой кнопочкой не нажимается, не ломается, ничего. Генератор вихрей. Вот, смотри, по достижениям у нас создайте генератор вихрей. Теперь вы можете создавать свои мини-вихри. Только что для этого надо? Может взять обычный песочек и попробовать тыкнуть? Нет, смотри, не получается. А если песчаник тоже? А если пыленый тоже? Интересно, как это работает. Возможно, кстати, нужно здесь еще создать мешок с песком, кстати. Видишь, оно почему-то именно так горит. Но ладно, окей, пусть стоит. Сделаем еще мешочек. Мешочек делается с помощью кожи, если не ошибаюсь. Нет, там он делается с помощью того же самого глазових. Блин, а у меня такого, к сожалению, в арсенале нету. Жаль. Но ладно, чё уж тут добра таить, окей. Давайте, знаешь что? Здрасте. А вы добрые или нет? Я, если что, с топором, я, если что, с миром. Привет. Но вроде бы он не был добрым, но получили... это бизон. И 8 сырой говядин. Блок бизоньего меха, коричневая шерсть. Ну в целом все, больше ничего не получается. Можно делать ковер.
кстати, еще тоже вариант. Но прикольная штука, зато 8 сырой говядины, кстати. Это на самом деле очень круто. Но, блин, на самом деле, если бы у нас было много бизонов, мы бы могли их разводить. Да, потихоньку как-то размножать смогли бы их. У нас было бы много животины. Ну, хотя смотри, сколько здесь свинюшек. Здесь свинюшек довольно много. Еще еноты, кстати. А еще мулы. А нет, это не мулы. А кто вы, друзья, такие, скажите мне на милость? Я с миром, я с топором, я вас не обижу. Здрасте. Но это не похоже на страусов. А, Эму. Это Эм. Блин, какие же здесь офигенные анимации у этого мода. Это... Во, ты не добрый, оказывается. Ты мне немножечко сдачу даешь. Но, к сожалению, с Эму ничего не падает. Хотя, может быть, что-то могло бы с него... Да, перья могли бы выпасть. Но от 0 до 2. Либо обычное перо, кстати. А с пера делается... по ноже глубинки. О, интересно. Здесь еще... А вот это уже кенгуру. Вот это уже кенгуру. Вот это на самом деле злой Кент. На самом деле я его лучше трогать не буду. Пойду-ка я по своим делам. Опа. А видимо мои дела сейчас отменятся моментально, потому что разбойники делать будут очень больно. Давай попробуем разобраться на самом деле с этими так называемыми охотниками разбойниками. Хотя смотри, они уходят, они куда-то уходят. Ну ладно. Давайте телепортируемся тогда домой. Значит, смотри, что нам надо. Блин, я дурак. Спасибо за жареный сон. Я дурак, друзья. Зачем я потратил свое железо на броню, если мне надо ведра сейчас? Вот это я имбецил. Вот это я дурак. Вот это я сейчас некрасиво сделал. Вот это я сейчас прям очень некрасиво сделал на самом деле. Нет, ну можно, конечно, в другую какую-то шахту сходить на самом деле. Что, не проблемы? Но можно не вот в эту, а куда-то в другую шахту попробовать зайти. И там, возможно, у нас будет железо. Мне всего лишь 3 штучки надо, друзья. Мне всего лишь 3. Ну, какие-то 3 штучки. Мне, ну, не надо ни больше, ни меньше. Просто 3 какой-то шерсти. Вон, кстати, уже шахта виднеется. Можно туда сейчас забежать, посмотреть. Ты слышишь? Это, если что, в игре. Это, если что, не я делаю. Это где-то прям подо мной. Вон, крипер. Крипер с рюкзаком? Что? Я знаю, что с этого крипера... Да, смотри, рюкзак! На самом деле он падает довольно с маленьким шансом с этих существ. Но зато, пожалуйста, есть пластинка. Вот. Спасибо за рюкзак. Очень приятно, полезно. Спасибо большое. О, еще один? Блин, а жаль, что ты, взорвался. Ну, ладно. Зато у нас есть рюкзак, кстати. Ну, это очень, на самом деле, круто. А еще здесь есть скелет, а это уже не очень круто. Да, но я до сих пор, кстати, нахожусь в поисках железа, ребята. Вы, конечно, круто, спасибо, что вы мне дали немножечко рюкзачка, но мне-то надо железка. Мне не надо эти ваши подачки в виде рюкзака, мне нужно железо. И, блин, здесь нету никакого железа, как? Какая огромная шахта и одного железа, прикинь. Вот это мне не повезло. Вот это, конечно, прям вообще... Это прям как-то, ну, неприятно с какой-то стороны. Не, ну ладно, мы отправимся в какую-то другую шахту, не проблема в целом. Чё, мы можем и в другую какую-то шахту заглянуть, например, вот эту. Здесь, я надеюсь, будет железо. Я надеюсь. А, это тоже самое, подожди, это та же самая шахта, что и была до этого. Ты просто другого входа зашел. Там, где я скелета немножечко кокнул. Блин. Как-то не очень. Окей, я пойду еще ниже. Я спущусь, окей, без проблем. Железо! Куча железа! Сюда! Это мое царство! Не надо! Мое! Все, это моя кака, не трогать мою каку! Это мое! Я шлесу зомби у себя позади в квартире. Уйди, пожалуйста, отсюда, мыши завелись. И здесь я вижу, есть лазурит. О, еще один спавнер! Да ну! Не верю! Так, давай снимем рюкзак. Ай, блин, ну здесь надо... Давайте вот так буду делать, добавить, редактировать. Спавнер зомби. Да ну неужели? За серию 2 спавнера. Вот это круто. Здесь, кстати, еще свекла есть, бирка, еще ведро. Куча пластинок, кстати, которые на самом деле мне уже не нужны, потому что у меня есть уже такая пластинка вроде. И куча ниток. Кстати, куча ниток это очень круто. Куча ниток это довольно прикольно, потому что мы сможем с помощью ниток сделать и шерсть, и другие всякие приколы. Да блин, то, что у меня нету, конечно, факела, это очень плохо. И лазурит тоже никто не отменял. Я слышу то, что неподалеку от меня ходит скелет. Я это слышу, но
Давайте тогда, ладно, давайте телепортироваться на базу. Закидываем в переплавочку наше железо. Нет, железо нам пока что только нужно. Немножко покушаем. Пойдем посадим и арбузы, и свеколку, и что еще? Да и все вроде. Вроде больше ничего не могу посадить. Да? Да. Окей. Что у нас там по рюкзаку, кстати? У меня же вроде бы в рюкзаке, да? О, подожди. 2 седла здесь. А почему я не заметил? Здесь лежало 2 седла, мать его. Это... Ладно. Видимо... и ведро лежало. Ведро, подожди, откуда у меня ведро? Откуда у меня ведро? С каждым разом серия все удивительнее и удивительнее. Окей. Мне не надо, получается, никакое железо, у меня есть ведра. Ладно. Но подожди. Раз уж у нас есть седло, это значит, что мы можем пойти вроде бы в какую-то ту сторону. И где-то, да, вот видишь, по миникарте есть... кони. Кони. Мне нужны кони. Мне нужна какая-то конина, мне нужен какой-то конь для моего, так скажем... Ладно, здесь. Так, это у нас будет довольно медленная. А вот это будет хорошее. Вот это прям будет хорошо. Во, смотри. Все, у меня есть конь. Ха-ха. Я теперь настоящий путешественник. Это очень круто. Блин, на самом деле, конечно, бы где-то его оставить, где-то его привязать, на самом деле. Но, к сожалению, поводок я сделать не смогу, потому что у меня нету лизьего шарика. Но при этом в новых версиях делается просто с помощью нитки. К сожалению. Ну ладно, что уж тут. Давайте сейчас, знаешь, что сделаем? Давайте мы сейчас сделаем... Смотри, что мы сделаем. Мы сейчас сделаем еще желательно одну кирочку. Обязательно. Ну, даже еще одну кирочку, то есть 2 сделаем кирочки, ну что моя уже ломается. И доделаем броню. Мне нужны штаны и... Что там еще? И шлем вроде нужен, потому что у меня тут шлем защиты от снарядов. Я дурак! Я зачем взял поножи? Я еще не поножи сделал. Ну какой я имбецил! Нечему меня жизнь в этой не учит. Но, ну, ладно, будут у нас еще одни поножи. Мы все равно в будущем сможем их перекрафтить или сделать вот эти вот поножи, либо сможем разобрать. Но для этого нужен фокус карты лабиринта. А делается он на самом деле довольно тяжело. Нам нужна пустая карта лабиринта. Да, но его только найти можно вроде бы, или выбить. Его, да, надо будет найти или выбить. Нам в любом случае, кстати, для того, чтобы нам сейчас отправиться в Twilight Forest, нам нужно обязательно накопить очень много бумаги, для того, чтобы сделать карту специальную, картовскую, вот эту вот, которая позволяет, магическая карта вроде называется, которая позволяет видеть всех боссов. Да, но не видеть, так скажем, а найти всех боссов позволяет поблизости, где есть. И надо обязательно сейчас сделать эту карту. Но нам в любом случае в Twilight Forest нужно будет отправиться для того, чтобы там получить некоторые предметы для ее крафта. Там нужен вроде бы светокамень, там вроде бы нужен еще какой-то предмет, если я не ошибаюсь. Поэтому нужно будет это обязательно сейчас сделать. Так, давайте тоже посмотрим. Магическая карта, как ты делаешься? С помощью фокуса магической карты. Это у нас факелон точнее, воронье перо и светокаменная пыль. Окей, давайте мы тогда оставим это вот сюда. Это можно пока что выложить все. Еды, правда, у нас маловато на самом деле. Но ладно. Что уж тут сделаешь? Ну ладно. Окей. Давай 12 цветочков обратно мне в инвентарь. И давайте, я не знаю, куда-то, наверное, вот сюда поставим портал. В целом, я думаю, это не будет сильно какой-то большой проблемой. Пусть будет у нас вот здесь. Как раз можно отправляться вон туда. Как раз у нас отдел алмазик есть. И что? Остается нам только взять один как раз таки алмазик и бросить прямо в эту воду. Сумеречный лес. Новое достижение. Да, у нас открылась вкладка с сумеречным лесом. И здесь на самом деле вот, видишь. Первый у нас босс. Первый у нас хранитель этого, так скажем, сумеречного леса. Это Нага. И что? Давайте тогда отправляться. Ой, здравствуйте. Давайте сразу же здесь поставим меточку портал, для того, чтобы я не заблудился, сразу же телепортировался. И что же? Здрасте. У меня, правда, нету факела, поэтому обратно возвращаемся, потому что мне факела нужны. Но Twilight Forest нас встретил. Давайте сделаем 12 факелочков. Все, теперь точно можно отправляться. Еда вроде бы, ну, чуть-чуть есть, если что, можно будет добыть в самом Twilight Forest, это не проблема. И что же, я уже вижу баранов, я уже вижу много баранов, я вижу белку, я вижу... Ворон! Ворон, подожди! Блин, по нему хрен попадешь. О! Воронье перо. Отлично. Вон я уже вижу, кстати, и так называемые эти самые светлячки. Но нам, подожди, нам надо сначала разобраться с этими барашиками. Вот, сырая баранина нам выпадает. Это очень круто, ведь мы сейчас можем нафармить довольно много баранины. В том числе она нам пригодится в будущем для... Ну, не баранина, а шерсть из данных баранов нам пригодится для одного из
хранителя для одного из заданий в этом Twilight Forest. И давайте проверим мою теорию. Что будет, если выстрелить луком в светлячка? Опа! Вот тебе и светокаменная пыль. Отлично. Остался нам лишь факелонит. Факелон, точнее. Блин, я всегда путаю, как он называется. Факелон-то он называется, ё-моё. Здесь еще есть, кстати, олени. Точнее, это не олени, это какие-то... ну да, олени, все правильно, что это олени. Сейчас нам нужно только лишь найти где-то факелон, но я вроде бы, если не ошибаюсь, помню, что он спавнится где-то возле рек, где-то в шахтах, то есть... Нам нужно лишь его где-то, знаешь, так поддыбать. Просто найти его жилу. Он в целом довольно часто спавнится здесь, но опять-таки его нужно немножечко подыскать. Поэтому... Но я не думаю, что с этим будут какие-то проблемы у нас. Он спавнится и вправду довольно часто, но сейчас что-то его пока что найти не могу, к сожалению. Блин, я вот так вот бегаю и, к сожалению, не могу найти. Ну это, блин, как-то странно. Волки, здрасте, есть. Я не могу его, к сожалению, найти. Это, блин, что-то как-то странно. Зато я вижу какой-то домик впереди, смотри. Вижу какой-то домик, но найти не могу. И, кстати, смотри! Замок Лича! Вот это неожиданно. Смотри, реально замок Лича. Здесь уже у нас последний замок. Здесь Нага вот у нас недалеко. Вот еще один Лич. И вот еще одна Нага есть. А, кстати, здесь еще холм есть большой. Это на самом деле очень круто, потому что в этом холме спавнится очень много различных руд. Здрасте. Вы у нас кто? А, и вы стреляетесь очень ядовитой штукой. Но это спавнер. Спавнер какие-то странные скелеты. Вот так назову. Здесь какая-то еще лестница есть, кстати. А здесь тоже у нас куча еды. И все. Так, здесь у нас тоже, да, здесь у нас два спавнера этих каких-то странных скелетов. Здесь, так понимаю, кстати, еще и незырак. А нет, это магма. Здорово. Факелонт! Тот самый. Так, ребята, мне больше от вас ничего... Ай-яй-яй, куда меч выбросил случайно. Мне больше от вас ничего не надо. Только давайте я вот этот спавнер сломаю. Немножко уровня заработаю. Факелон. И давайте сразу здесь сделаем вот это вот фокус магической карты. Нам останется лишь только сделать сейчас верстачок. Давайте мы его сейчас сделаем. И сделать пустую магическую карту. Вот. Достижение получено далеко. Гляжу. Да, теперь мы по этой карте можем ориентироваться и можем видеть, где у нас находятся ближайшие боссы. Это на самом деле очень полезная карта, которая нам пригодится не один раз. Поэтому эту карту действительно желательно использовать довольно часто. На самом деле, с помощью этих скелетов можно нафармить довольно много костей, потому что с них падает только лишь кости. Вот только лишь кости. Да, они правда отравляют, но они имеют очень мало хп, кстати. Вот еще один факелон. Ну окей, давай тогда смотри. Ближайшая Нага от меня находится вон там. Там она находится. Я, правда, честно не знаю, убью ли я ее сейчас. Вон она, видишь, даже вон стенки уже видно. Я поставлю где-то вейпоинт. Хотя я даже вроде поспать же здесь могу, если не ошибаюсь. Ай-яй-яй. Больно неприятно. Что это за крики? А это вы, что ли, такие звуки издаете? Реально это они такие звуки издают. Вот это они, конечно, дают. Вот и сейчас мне же интересно, что же сейчас будет. Кровать, если что, у меня с собой есть, поэтому поспать, если что-то будет, я надеюсь, смогу. Потому что будет обидно, если... Ну, вроде бы я здесь никого не вижу, но, кстати, смотри, по карте я вижу здесь какие-то... Вот, смотри, какие-то синие гоблины ходят. Ну ладно, опа. А вот Нага. Вроде бы эти блоки, да, я могу ломать. Здравствуйте. Еще какой-то в саму жопу зашел. О, кирка сломалась. Куда я зашел? Так, давай, где она у меня находится? Вон она. Я сразу же посплю. Здесь, правда, поспать, я так понимаю, нельзя, но точка возрождения, главное, что установлена. И вот Нага. Здравствуй. О, где мой меч? О, нет. Я меч выбросил. Ой! Ладно, окей. Надо... Я так понимаю, надо жить. Ай-яй! Да не надо меня бить! Я даже не могу к своим вещам подойти, потому что она мне мешает буквально взять свои вещи. Так, но я в целом знаю ее звуки. Вот, смотри, сейчас она на меня нападает. Уклоняться в целом от ее атак довольно легко. Правда, где-то лук здесь посрал еще, подожди. Вот еще мои вещи. Ай-яй-яй-яй. Эй, я не знаю, как ее бить. Я знаю то, что... Нет, отстань. Я знаю то, что ее можно бить где угодно, но больше всего урона наносится, когда ей по голове бьешь. Ауч! Тортик покушать надо.
Так, окей, мы немножко сняли. Я на самом деле можно... Ауч! Хотел сказать, топором бить. Отстань. Я сейчас таким темпом все свои вещи же просру. Я не понимаю, как ее атаковать. Ладно, я вроде бы немножко разобрался, как ее бить надо. Короче, когда она начинает... Вот, смотри, она начинает на меня бежать. Мне нужно оббегать ее. Пробовать как. Вот видишь, мне нужно ее брать и как-то аккуратно... Да, бегать, чтобы она меня... Вот видишь, она сейчас за мной бежит. Оп, я, видишь, оббегаю ее. У нее уже минус пол хп. Это очень хорошо, смотри. Она будет на меня бежать. Опа! И я умер. Ладно, нет, я не понял. Я не пойму. Нет. Все, это без шансов. Это все. Это депрессия. Это смерть. Это грустно. И это непонятно. А вот, кстати, лук у меня появился. Я, правда, понимаю, то, что у меня тут было не сильно много стрел. Отстань! Отстань! Все, наконец-то, все, я все сделал. Вы не представляете, как у меня уже начала гореть жопа на нее. Это просто жесть. У меня так жопа еще... Ну ладно, не еще, а очень давно не горел. У меня меток... Я не знаю, почему не все показываются, правда, но меток у меня это просто жесть. Мне сейчас нужно бегать везде, здесь по всему данжу, собирать мои предметы, которые я всрал. Я надеюсь, самое главное, то, что я не всрал рюкзак. Потому что рюкзака я не вижу, но у меня где-то меток здесь куча. У меня здесь меток, ну, в самом деле просто до хрена. Здесь вот бегай, собирай все, что можно. И что же, вроде бы побегал, вроде бы собрал все, но я просто посмотрел по картам. Честно, я уже так забылся, где что у меня здесь лежит, где у меня что валяется, но вроде бы все собрал, то, что можно было бы, по крайней мере, собрать. И что же... Где сундучок тут самый обещанный? Вот он. И что же в тебе? Трофей Наги, а также чешуя Наги, благодаря которой можно сделать такую вот крутую броню на самом деле, которая очень на самом деле красивая. Мне как раз хватит на... Ну, либо на штаны, кстати, можно сделать, да, условно. Блин, еще один делать штаны. Да ну я с ума сойду, если я еще одни штаны буду делать. Жесть. Да, и все. Еды я много, кстати, не просрал. Все у меня есть. Вот мой рюкзак. Точнее, кровать. И что? Давайте тогда, смотри. Давай вот это вот мы уберем. Значит, смотри, Нага у нас убита. Теперь мы можем, по сути, телепортироваться вот сюда обратно к порталу. Либо же попробовать пойти вот в эту вот сторону. Вон туда куда-то. Для того, чтобы там найти холмик, так называемый. Потому что в этом холмике с очень большой вероятностью мы сможем найти очень много полезных ископаемых. В виде руды, в виде, не знаю, там еще чего-то. Сундуков, кстати, там довольно много должно быть. Но это если я, по крайней мере, не ошибаюсь. И вроде бы, да, смотри, видишь, у нас по карте даже показывается, то, что там находится холмик. То есть по магической карте. Есть еще больше холм, кстати, справа, прям на краю карты. Но туда я пока что идти не хочу, потому что знаю, то, что там довольно опасно. Там довольно много всяких ходит неприятных людей, существ. Поэтому лучше пока что обойдемся вот таким вот холмиком небольшим. Да, видишь, сколько там мобов? Там мобов просто жесть. Ты поглянь на это, ты посмотри! Там пауков, это просто я не знаю, их там кромешная тьма. Но зато здесь красиво. Здесь очень красиво. Здесь постоянные сумерки, как бы это ни было странно. Но ладно, давайте попробуем сейчас спуститься вот здесь. Нарушим, так скажем, первое главное майнкрафтовское правило. Не копать под себя. Но что тут сделаешь? Надо прокопаться. Надо, поэтому вот, видишь, уже уголечек здесь есть. Это очень хорошо. Но, правда, у меня места нету. И вот, смотри, вот тебе, пожалуйста. Вот тебе, пожалуйста, то, о чем я тебе говорил. Потому что здесь очень много довольно всякой руды. То есть вот буквально угля здесь, ну, блин. Копать не перекопать. Сюда зайти с модом на быструю выкопку руды. Вот тебе, пожалуйста, это самый светокамень. То здесь вон и золото есть, и алмазы даже здесь, если не ошибаюсь, есть. Вот, поэтому надо будет обязательно... Вот, смотрите, угля просто же. Да, ну, на самом деле здесь и вот медь есть, здесь вот жилы железо есть. Кстати, в которой я бы сейчас даже прокопался чутка, потому что мне нужно железо. Да, сюда зайти с какой-то книгой на удачу, наверное. Да, ну да, на удачу, на эффективность. Вот, смотрите, даже вот такие рудные блоки спавнятся. То есть здесь копать, не перекопать на самом деле. Поэтому пользуйтесь. Если у кого-то есть Twilight Forest и кто-то начинает играть, заходите вот сюда, в этот холмик. Здесь будет очень много железа, очень много руды. Давайте тогда здесь оставлю меточку даже. Назову ее куча руды. И можно телепортироваться в портал, а и впоследствии
домой. Да, нам в следующих даже сериях нужно будет отправиться в замок Лича, следующий босс. Поэтому в следующей серии мы туда обязательно отправимся, но перед этим обязательно сейчас нужно переплавить много железа. Я на самом деле только ради этого ходил в Twilight Forest. Чисто для железа. Вот реально, чисто для железа, потому что... Ну, хотя на самом деле там еще много чего есть помимо железа. То есть там буквально можно найти все, что хочешь, вроде бы, если не ошибаюсь. Но вот особенно угля, мамочки. Да и еды, кстати, тоже довольно там на фарме. Вот условно яблоки. Вот чешуянаги, кстати, я даже сейчас потрачу на создание понож, потому что она по факту, ну, ни на что не тратится, кроме вот, пожалуйста, поножи или нагрудник. Поэтому сделаю поножи. Можно в будущем, если что, когда мы найдем фокус лабиринта, карта так называемая, можно будет это все переделать обратно в, так скажем, изначальный вариант. То есть вот кожаные штаны можно будет переделать в кожу. Или здесь тоже так же самое можно будет переделать, вот, пожалуйста, в кожу. Так же самое, естественно, с этими с поножем. Но там, если не ошибаюсь, за опыт надо будет это все делать, поэтому обязательно это нужно будет учесть. И у меня, блин, нету места. У меня нету места. А здесь нет мода, который увеличивает количество рюкзаков. Ой, точнее, этот самый... Где можно сделать железный сундук, там алмазный сундук. Вот этого мода здесь нету. А это на самом деле очень большая проблема, потому что без этого мода будет очень сейчас тяжело. Особенно если мы накопаем очень много всяких руд прикольных или что-то подобное, то будет большая проблема. Не, ну, в целом ничего страшного. Сейчас сделаем еще больше сундуков. Ровно 4 штучки, кстати, можно сделать. Вот сюда еще 2 поставлю. Тут у нас будет, допустим, всякое... Все, что связано с растительностью, все, что связано с едой. Вот здесь как раз все будет и лежать. И давайте, я не знаю, куда-то трофей засунь. Куда пусть он здесь будет. И окей. Сейчас нужно будет только это все немножечко поперекладывать. Ну и все, вроде бы поперекладывал. Все остальное сейчас у нас там плавится, жарится, все у нас там делается. Можно, кстати, сразу же сделать ботиночки для того, чтобы получить полный сетик. Готово. Все, теперь я вот такой вот крутой. Обязательно рюкзачок надеть. И что? Выходит у нас. У нас есть куча железа. Это очень круто на самом деле, потому что мы сможем много чего сделать. И надо потихонечку начинать что-то из технологий. Меха, полимерная пластина. Вот камнерез можно сделать, кстати. Да, потому что смотри, мы сможем в будущем заниматься же креатом. На самом деле это очень крутой мод, который позволит нам делать очень много чего. Но во всяком случае мы сможем еще получать опыт 75% шансом. А если мы вот эту дробленную медь, точнее, либо что переплавим с помощью воды, да, то есть, по сути, выдуем, то мы получим 9 кусочков железа, как соответственно нужно, и редстоуновую пыль. Также работает практически, точнее, не практически, а со всеми рудами. Вот, допустим, золото у нас пойдет еще и на кварц, условно. Цинк у нас пойдет на порох. Условно, медь у нас пойдет, если не ошибаюсь, на глину. И вроде все. Вроде такого больше чего-то сверхъестественного, да. Вроде больше здесь ничего такого нет. Но сам факт, зато у нас будет возможность добывать какие-то ресурсы и без потребности, условно, того же самого хождения в шахту за редстоуном, условно. Но для этого нужно, конечно, делать фермы, вот это вот все. Но займемся мы этим уже в следующей серии. Да, друзья, в следующей серии мы, скорее всего, будем начинать потихонечку изучать Create. Также мы будем потихонечку двигаться дальше в Twilight Forest, будем изучать Лича, будем добывать много чего, потому что там очень много ресурсов есть важных, прикольных, крутых, поэтому обязательно нужно будет туда сходить. Ну и, естественно, будем потихонечку заниматься всем остальным, да, потому что вот, условно, если сейчас у нас есть проблемы с едой, с этим нужно разобраться, потому что еды у нас нету, к сожалению, довольно много. И с этим нужно как можно скорее разбираться, потому что, ну, недолго мы так пройдем на самом деле. Да, поэтому вот так. Спасибо всем огромное за просмотр данной серии, друзья. Обязательно подписывайтесь на канал. Также не забывайте подписываться в Телеграм. Ссылочка в описании, естественно. Сборочка и мир данного сезона находится в описании, поэтому если кто-то хочет, кто-то интересуется, можете заходить, скачивать, играть, наслаждаться, и каждую серию будет обновляться. Поэтому, да, скачивайте, переходите и играйте. Всем хорошего дня, всем хорошего настроения, друзья. До скорой встречи. Еще услышимся. Пока!